Алло. Ничего себе, как вас много! Всем привет! У-у-у! Привет, настольные ребята! Привет, я из будущего! Отлично выглядишь, чемпион. Похудел? Красавчик. Рад всех видеть на вечере презентации. Дайте шуму! У-у-у! Для тех, кто первый раз там забрел в качестве гостя, там, зрителей и т.д., поясняю, что это особый ивент, к которому каждый заранее готовит что-то, некий доклад на любую тему. Изначально это действительно были просто презентации в PowerPoint, но иногда кто-то делает нечто большее, типа целого сайта про нас, или какой-то сумасшедшей интерактивной презентации, или видео прикола. Я в этом году тоже решил сделать нечто особенное. Это будет видеоблог, а точнее видеодневник, видимо, о том, как я делаю презентацию, а потом покажу вам и саму презентацию. Поехали! Прошло 8 месяцев. Нет, ладно, шутка. Итак, для начала, как вы понимаете, надо определиться с темой. И это, наверное, самое сложное. Ну, лично для меня, по крайней мере. Хотя, как я заметил, для многих из вас тоже. Прекрасно вас понимаю. Мне хотелось выбрать что-то не слишком душное, но и не совсем бессмысленное. То есть что-то одновременно познавательное, но при этом с приколами. Также хотелось, чтобы это имело хоть какое-то отношение к нам с вами. А что нас всех объединяет? Это, конечно же, город, в котором мы с вами живем. Ну или жили, по крайней мере. В общем, родной наш, любимый Нижний Новгород, столица шаурмы, закатов, церквей. Опа! А вот и темки подъехали. А действительно, почему бы и нет? Сделаю презентацию про шаурму. Нет, пожалуй, все-таки нет. Очередной шаверма-патруль делать, что-то хомячить на камеру, 150 видов шаурмы, не очень хочется. Про закаты вроде красиво, там романтично, но как их обернуть в презентажку, мне, по крайней мере, сходу не совсем понятно. Что-то, бегать за закатами, за солнцем, фотоохотой заниматься неохота. Еще у меня была идея рассказать вам про наши мосты, но тоже подумал, чушь какая-то. А вот идея с церквями мне показалась относительно удачной. Действительно, мы с вами в этом году посещали всякие храмы, было много всяких разговоров про религию, про церкви, там та же настолка вот эта новая. В общем, решил зацепиться за это. Расскажу вам что-нибудь про наши церкви. Я понимаю, что это может быть довольно скучно, но я рассчитываю, что приколы придут мне в голову по ходу дела. Посмотрим, что из этого выйдет. Прошло еще 2 месяца. Не смешно. Сейчас вообще не про презентацию, просто хотел поделиться, что вот копался в своих вещах и случайно нашел вот этот вот крестик, которым меня крестили. Вот. Вообще я как бы человек нерелигиозный, да и родители мои тоже на самом деле. Вот. Но покрестили все равно, там бабушка, наверное, хотела какая-то. Вот. И я думал, он у родителей, если честно. Я даже не знаю, как он со мной путешествовал все это время. Я его не видел лет 20 на самом деле. Я его там в каком-то древнем пакете с документами сейчас нашел. Вот. Очень странно, конечно. Ну, возможно, это какой-то, не знаю, удивительное стечение обстоятельств, хз. В общем, просто хотел вам с вами этим поделиться. Все, сорян. Следующее включение точно уже про презу, точно уже начнем что-то делать, смотреть и так далее. Здорово, народ. Спустя долгие вечера упорной работы я, наконец, готов представить вам титульник. Сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит. Как вам название? Хотя вы же ничего не видите. Ну, в смысле, вы видите, но у вас же все наоборот. В общем, там написано «Церковь Патруль». Оно боролось с другим названием «Храм Патруль», но церковь мне больше нравится.
Вообще забыл упомянуть, что речь-то идет о наших православных церквях, наших православных храмах, потому что церковь-то может быть любая. Есть, как вы прекрасно знаете, и церковь макаронного Кузи, и, ну, в смысле, макаронного Кузи. Ну, вы поняли, с чем я перепутал, да, церковь макаронного монстра, конечно же. Вообще, план у меня такой. Я планирую походить на этой неделе по церквям, поделать какие-то фотки, найти какую-то инфу, какие-то особенности интересные, отличия. Возможно, получится даже взять интервью у каких-нибудь прихожан. Не знаю, не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, за работу. Докладываю. Вот сейчас вернулся с прогулки, посетил 2 мещерских храма, скинул фотки на комп. Вообще, что могу сказать по впечатлениям? Прикольно, атмосферно. Ни с кем пока не поговорил, но, скажем так, не знаю, слышали вы или нет, сейчас был стук в дверь. Но я никого не жду, мне неинтересно. Ладно, что я говорил? Да, немного проникся эстетикой. Уже примерно представляю, что буду говорить. Все, до следующего включения. Так, я накидал фоток в презу. Сейчас я вам их покажу. Вот, значит, вот так это будет выглядеть примерно. Да. Также я в отдельный файлик накидал некоторые тезисы. Ну, про что я вообще буду вам рассказывать. Вы могли, наверное, заметить, что ничего не подписано. Вы можете спросить, а почему, где текст, где все. Ну, во-первых, подпишу потом. Во-вторых, основной текст я буду говорить сам. То есть презентация будет вспомогательным элементом просто к моему докладу. Я буду показывать фотки и буду говорить вот это то, вот это и это. Там показывать пальцем прям буду. Что-то там про что рассказывать, опять же. Ну, вы понимаете, что я вам разжевываю. Но этим я займусь уже завтра. Да, в общем, как и планировал, добавил несколько слайдов, подписал там фотки, добавил немного текста. Ну, в общем, не вижу особо смысла подробно рассказывать про каждый, что где сделал. Ну, давайте покажу просто через... Да что такое? Сейчас, погодите. Не поверите, я на пороге нашел крестик свой. Не знаю, что он там делал. Я вроде не брал его с собой на улицу никуда, он лежал. Он там просто на полке. Странно как. Может, кто-то увидел, что я его выронил и принес, бросил и стучится. Ну, это очень странно, я не знаю, что происходит, если честно. Бред какой-то вообще. Но он мне не нужен особо, пусть лежит дальше. Блин, что я забыл, что хотел сказать вообще. Ну ладно, потом, короче. Да, в общем, я вспомнил, что хотел показать. Ну, точнее, что я, в принципе, хотел показать вам презентацию. Вообще, что поменялось примерно. Как оно вообще выглядит сейчас. Ну, собственно, что, сделал некоторые подписи.
дописал какого-то текста, ну, в плане, что я вообще буду рассказывать, про что и так далее. Не вижу особо, опять же, смысла что-то прям подробно сейчас рассказывать. Это что такое? Я не помню, чтобы я это добавлял. Откуда это? А что оно во весь слайд вообще? А что это вообще? Может, случайно добавилось? Какой-то странный слайд, конечно. Но я не... Блин. Так, пойдемте-ка со мной в этот раз. Что это такое вообще? Опять никого нет. Я тут посидел еще немного, поделал пару слайдов, пописал текст для них, удалил вот этот вот последний, который вы видели, странный. Все еще не знаю, откуда он взялся. Ну, в общем, не так важно. Проблема основная в том, что, честно говоря, приколы не особенно идут мне на ум. Ну, получается неплохо, конечно, но мне кажется, презентация будет скучная. Ну, не знаю, посмотрим, может, потом настроение будет получше. Что-то придумаю. Пока не знаю. Может тему сменить вообще. Хотя вроде начал уже что-то делать. И сделал что-то уже. Не знаю, короче. Ну ладно. Буду думать. Итак, новый день, новый заряд мотивации. Я сегодня мощно погулял по верхней части, посетил разные храмы, поделал кучу фоток. Сейчас скину их на комп и примусь за работу. Я клянусь, это не то, что я сегодня делал. Что это такое вообще? Что вот это? Откуда это взялось опять? Я ничего не понимаю. Этого много. Что это такое? Да охренеть просто. Откуда это взялось? Кошмар какой-то. Что это? Ой. Это... А это... А кто это? А когда... Вы тоже это видите? Мне это видим? Я с ума? С кем я разговариваю?
Я сходил к соседям по площадке спросить их, не видели ли они кого лишнего. Может, они стучались ко мне. Была такая у меня идея. Потому что, не знаю, там... Может, им не нравилось, как я разговариваю громко по ночам. Ну, нет, все нормально. Ну, точнее, вот со стороны которых вот фотка была сделана, по идее, они вообще не открыли, а другие ничего не знают. Ничего не видели, не слышали, не стучались. Я не делал этих фоток. Я пытаюсь понять, как они вообще попали ко мне на комп. Я один живу, если что. Ключей, ну, даже если были у кого-то ключи, допустим, это все равно не объяснит, как... Пароль от компа все равно никто не знает. Ну, я могу посмотреть среди других фоток. Может, там есть эти фотки с голубями. Но это все равно не объяснит, как они попали в презентацию. Это вообще ничего не объяснит. Нет тут ничего. Только фотки с храмов. Я, походу, сошел с ума. Мне это все видится, слышится. Я все удалил. Фотки удалил с компа, с телефона. Снес систему. Ключи буду менять. Хотя зачем? Я перееду просто в психушку. Презентации не будет. Извините. Пока. Ну что, как вам презентация? Надеюсь, вам понравилось. Типа, не в масть тебе такая презентация. Да, я считаю, круто получилось. Может, местами затянуто, но в целом, мне кажется, познавательно, интересно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Местами даже, наверное...